Продолжаю подборку роликов Rebel Copy Games, где делаю реализацию различных механик из разных игр. И сейчас покажу, как я сделал механику Глаза Ворона из игры Genshin Impact. Глаз Ворона встречается в событии Архипелага Золотого Яблока, и смотрится это вот так. Такая механика относится к категории головоломок, но она очень простая, что делает ее привлекательной. Есть сам механизм, называемый Глазом Ворона. Его задача передвинуть объект в нужную позицию средством перемещения камеры и изменения ее зума. И вот сейчас ты видишь мою реализацию. 3D-модель механизма сделал сам, как и UI, который повторил из оригинала. В самой игре, когда ты рядом с целью, появляется кружок, и если ты зафиксировался на 1 секунду, тогда объект перемещается, иначе этот центральный кружок пропадает. Я реализовал этот механизм и у себя, который сыграл важную роль в передаче тех же ощущений, что и в игре Genshin Impact. От этого я и сам получил дополнительное удовольствие. Если заинтересовал, тогда погнали смотреть, как я это сделал. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Сначала нужно ответить на вопрос, а какие входные данные нам нужны для реализации этой механики, из чего она состоит и как работает. Как и в прошлом ролике, я не даю сразу ответ на этот вопрос, а даю тебе возможность сначала подумать самому. Хочу, чтобы такие видео ты не просто смотрел и копировал мои мысли и решения. Потому смотри вырезку из игры и попробуй для себя выписать все моменты, которые посчитаешь нужными для ответа на эти вопросы. Итак, после того, как ты определился со списком действий или вещей, которые нам нужны для реализации, я уже скажу, что я определил для себя. Изначально я думал делать это все через геометрические преобразования и проецирование объекта. Что-то похожее я когда-то делал еще в дипломе универа. Там почти 3D Max или Blender с нуля делал. Но сейчас не об этом. Я понял, что это очень сильно усложнит ролик, да и все вычисления. Потому пошел решать задачу от обратного. Я сам буду указывать, где именно должна быть камера и какой у нее должен быть зум. А в коде уже сверять. Если игрок приблизился к указанным цифрам, тогда перемещаем объект и головоломка решена. В основе лежит именно эта идея, и сейчас посмотришь, как я это все сделал. Сначала осмотрим все визуально. Вся система вот такой префаб, внутри которого есть точка, в которую нужно переместиться. Потом объект самого глаза, внутри которого моя 3D-модель и камера, которую будем двигать и менять зум. Изначально система внутри еще имела вот этот префаб, совсем UI, но этот UI он один и тот же для всех систем, потому его сделал отдельно. Тут особо нечего разбирать. Фон и текст, которые будут меняться, если цель достигнута. Потом кружок, который тоже появляется или скрывается, когда мы достигли цели. Кнопка, чтобы закрыть весь UI. Обычный слайдер, разве что добавил 2 картинки, как в Genshin. И картинка-справка, тоже как сделано в игре. Думаю, пока все. Теперь идем в код. Так как скриптов не 2, 3, а 9, я создал вот такую диаграмму. Не пугайся, сейчас я все связи уберу, мы их будем добавлять по мере прохождения по коду. Я специально так сделал, чтобы ты не запутался во всех скриптах. Мне проще, так как я сам все это писал, а вот тебе это как допинг для восприятия. Такой подход намного удобнее и практичнее. А почему, расскажу по ходу ролика. Поверь, будь бы это код в одном скрипте, был бы хаос. Ни гибкости, ни продуктивности, ничего. Сразу пробежимся по двум простым скриптам.
Как и в прошлом видео, да и скорее всего во всех будущих, есть скрипт с константами. Тут всего лишь только одно поле, это время изменения фона. То есть это время, сколько игрок будет стоять на месте после достижения цели, чтобы активировать механизм. В оригинальной игре, когда ты достиг цели, то там не сразу объект становится на место, а через какое-то время. И да, все скрипты в отдельном namespace. В прошлом ролике тоже есть константы, но они сейчас не конфликтуют, так как имеют разные области видимости из-за namespace. Второй скрипт — это DataScene. Он будет хранить все уникальные ссылки на объекты, которые мне будут нужны во время игры. Это сделал для того, чтобы не плодить кучу синглтонов, а создать только один и через него уже получать доступ ко всему уникальному. Тут у меня ссылка на префаб игрока, на весь UI, слайдер, фон для изменений, кнопка закрытия UI и верхний текст. А ниже просто доступы к каждому полю только для чтения. Запись недоступна, ее делаю через инспектор. В сцене это все смотрится вот так. А вот эти два скрипта на схемах. Красным константы и синим DataScene. Это что-то типа хранилища. Идем дальше. А дальше мы посмотрим скрипт GameTrigger. Именно с него все начинается. В сцене этот скрипт висит на одноименном объекте GameTrigger. Внутри моя 3D модель. А когда мы рядом, то значит вошли в этот триггер. В инспекторе видим, что в скрипте есть ссылка на другой скрипт. Зачем он, разберем сейчас в коде, так же как и динамическое поле PlayerEnterTrigger. Вверху все эти переменные, и в старте идет инициализация вполне логичным образом, так как игрок еще не рядом и явно не нажал кнопку F. Дальше у нас два привычных метода: onTriggerEnter и onTriggerExit. То есть что делать, когда вошли в триггер, и что делать, когда из него вышли. OnTriggerEnter мы проверяем, если это наш игрок, у него TagPlayer, тогда мы отмечаем, что игрок зашел в зону взаимодействия с триггером, а в onTriggerExit, что он вышел. Это тебе надо, чтобы проверять в апдейт, что если игрок нажал кнопку F, и он находится при этом внутри триггера. Тогда активируем всю систему, которую разберем капельку позже, через метод platform_move_system_control, внутри которого активируем систему или деактивируем, а после кнопка закрытия подписывается на этот метод, если в него передаем true, и отписываемся, когда false. Тут это все работает корректно, так как в апдейт мы всегда передаем true, то есть активировали систему, и кнопка подписалась на этот метод, чтобы закрыть. А когда уже нажимаем на кнопку закрыть, тогда кнопка передает сюда false, и при этом система деактивируется и кнопка отписывается. Возможно, сразу возник вопрос, почему нельзя сразу назначить кнопке нужные действия? Дело в том, что весь UI вместе с этой кнопкой только один, а систем много, потому кнопка закрыть будет иметь в подписчиках только одну систему, и она будет закрывать именно эту же систему. Предлагаю сразу разобрать кнопку «Закрыть». Соответствующий скрипт висит на кнопке, которая имеет ссылку на себя же. Внутри события onClosedAction, на которое мы и подписывались в скрипте GameTrigger. Напоминаю, что доступ к кнопке у меня через хранилище DataScene. Когда кнопка активируется, а она появляется, когда активируем всю систему, сразу добавляется метод на событие клика, где делаем invoke action onClosedAction, где передаем false, что в свою очередь сделает выключение системы глаза ворона и сделаем отписку от кнопки. Прежде чем идти дальше, глянем, как это работает во время игры и добавим связи в схему. Итак, выделил GameTrigger в первой системе, тут ссылка на систему, которая сейчас не активна, и поле, что уже разобрали. Когда нажимаю на F, ничего не происходит. А как только подошел к механизму, то видим, что PlayerEnterTrigger стала true, и после нажимаем на F. Активировалась система, и сделали подписку на кнопку. Если нажмем на закрыть, тогда передаем false, и метод закрывает всю систему с UI, и кнопку закрыть отписываем. Как показываем и скрываем UI, расскажу дальше. И в конце, когда отходим от механизма, то поле PlayerEnterTrigger снова становится false. Добавим связи на схеме. GameTrigger имеет ссылку на объект с platform_move_system, а также GameTrigger подписывается на action в close_button, но через хранилище DataScene. Пока все. Идем дальше. А дальше мы посмотрим скрипт platform_move_system, который висит на одноименном объекте. Тут у меня ссылки на целевую точку, где должен быть объект в итоге, и потом ссылка на сам объект, который надо переместить.
Для первой системы вот этот оранжевый куб. И ниже просто динамическое поле, которое значит, что объект перемещен или еще нет. В коде все поля смотрятся вот так. В старте платформа пока не перемещена. Дальше в метод onEnable я прописал все то, что должно быть, когда система стала активной. А как она стала активной и неактивной, уже разобрали ранее. Когда система становится активной, то мы деактивируем префаб игрока, потому что у него своя камера и UI. Потом активируем весь UI для механизма. Потом подписка на action onTaskDone. Именно этот action фиксирует, что игрок нашел нужное положение камеры, и конец головоломки. Позже разберем скрипт Background Changer. А пока глянем, что же происходит, когда этот action срабатывает. Платформа, которую нужно передвинуть, становится в целевую точку с нужным скейлом. И ставим Platform Move True, то есть платформа передвинута и головоломка решена. Ниже даю доступ на чтение этой переменной. Потом пригодится, а как покажу позже. Возвращаемся к методу onEnable. После того, как сделали подписку, проверяем, если платформа не передвинута, то сбрасываем весь фон на начальный. А если уже передвинули, то ставим весь фон в положение, которое отображает, что головоломка решена. Это нужно для тех случаев, когда мы снова заходим активировать механизм, головоломку которого уже решили ранее. А когда мы уже деактивируем всю систему, то в onDisable прописал обратные вещи. Активировать игрока, убрать UI и отписаться от onTaskDone. Смотрим в игре. Как зашли, нажали F, система стала активной и сразу же игрок деактивировался, UI активировался, подписка оформлена и фон начальный. Пройду эту головоломку. Фон поменялся, текст другой и камеры двигать уже не могу. Также поле Platform Move теперь True. Закрываю, тем самым активирую игрока, убираю UI и отписываюсь. Но если зайду снова, то из-за того, что Platform Move True, то фон финальный и ничего сделать уже не могу, даже слайдер не активен. Если же зайду в новую систему, где еще ничего не решал, тогда все будет сначала. Проставим связи на схеме. Мы обращаемся к трем полям в DataScene, потом обращаемся к Action onTaskDone в скрипте Background Changer, а также к его методам. Следующим скриптом разберем Background Changer, что вполне логично на данном этапе. Этот скрипт висит на объекте с фоновым изображением. Фон я сделал белым, чтобы можно было покрасить в любой цвет. Я выбрал как в оригинале. Изначальный цвет первый, а второй это уже цвет решенной головоломки. И между этими двумя цветами как раз проходит то время, что указано в константах. После ссылка на кружок в центре и ссылка на самого себя, чтобы получить доступ к Image компоненту для изменения цвета и динамическое поле. Начали ли мы менять цвет с базового на целевой или нет. Покажу еще раз, как в оригинальной игре. Как только находим нужную позицию, появляется кружок в центре и фон немного поменялся, как и текст сверху. Но обрати внимание, как только я выхожу из нужной зоны, то фон возвращается и кружок пропадает. Эту механику я и передал в своем коде, потому что она очень важна в психологическом смысле. Вот как и у меня, еще раз покажу. По сути то же самое. Как только нашли нужную позицию, появляется кружок, ссылка на которую я уже показывал. Но если вышли из нужной зоны, то все пропадает. Как только снова зашли и подождали, то цвет перешел в финальный вариант, текст поменялся. Все как в оригинале. Теперь посмотрим код этого скрипта. Вверху все поля, ниже Action onTaskDone, на который подписываемся из прошлого скрипта. Дальше в старте сбрасываем фон, покажу в конце этот метод. Дальше два метода, onChangeColorStart и onChangeColorEnd. Они отвечают за старт и конец изменения фона. Из названия понятно, какой что делает. Вызываются они из скрипта с камеры, потому именно она отвечает за то, что игрок в целевой позиции или нет.
Сейчас, когда начинаем изменять фон, мы ставим background changer start на true, то есть начали менять. После отображаем кружок в центре и запускаем карутину изменения цвета. Он change color end делает почти все то же самое, но в обратную сторону. Background changer start false, кружок спрятали и фон вернули на стартовый. А остановка карутины будет автоматом, потому что она работает, пока background change start является true. Карутину подробно не буду рассказывать, потому что подобная карутина достаточно часто используется, и похоже я рассматривал в своем ролике про лифт из того же Genshin. Нажми на паузу и посмотри внимательнее или глянь видео про лифт. Мне кажется, тебе оно тоже понравится, если досмотрел этот ролик до этого момента. Единственное, что скажу, так это логика if. Когда мы дошли по времени до конца, это значит, что игрок пробыл на нужной точке все указанное в константах время и решил головоломку. Значит, кидаем invoke на наш action on task done, и что дальше происходит уже понятно, потому что разобрали ранее. Также фон ставим в финальный вариант. Тут еще как раз осталось разобраться, что происходит в сбрасывании фона и установке его на финальный вариант. Эти методы вызываются не только в этом скрипте, но и в прошлом. Первые 3 строки в обоих методах должны быть уже понятны, а вот последние 2 строки обращаются к тексту, чтобы установить нужный, а также идет сброс позиции слайдера и блокировка его движения. Только в Reset Background наоборот, идет разблокировка движения слайдера. Методы уже глянем, когда дойдем до этих скриптов. Как работает, это все показывать не буду, глянули еще в начале, а вот на схемах пора добавить связи. Тут их только 2, скрипты header text и слайдер, а точнее их методы. Остальное это просто расчеты, которые проходят внутри, и весь результат это invoke на наш action on task done. И да, тут еще используем константу. Дальше рассмотрим 2 простых скрипта, это header text и слайдер. Header text висит, собственно, на тексте и имеет ссылку на себя, чтобы менять текст, плюс 2 поля с текстом. Текст для начала головоломки и конца. Метод внутри скрипта очень прост. Если вызов true, то вставляем текст для стартового значения. Если false, то головоломка пройдена. Со слайдер почти то же самое, только ссылка на себя и вызов метода внутри скрипта, который вызывается, когда мы двигаем слайдер. Настройки слайдера тут такие. Двигаем снизу вверх, минимальное значение минус 15, максимальное плюс 15. Метод onChange вызываем каждый раз, как меняем значение слайдера. Внутри мы делаем invoke со значением слайдера, а на action onSliderValueChange подписывается камера, а slider.value будет менять зум камере. Ее скрипт последний, вот в конце и разберем. Последний метод resetPosition and blockMove скидывает значение слайдера и блочит в зависимости от передаваемого параметра. Я специально делаю инверсию значения, потому что логика была следующая. Читай название метода. Сбросить позицию и заблокировать движение. Тут как бы вопрос. Заблокировать движение? Если да, то пишем true. Но чтобы выключить компонент слайдера и тем самым убрать возможность движения, нужно ему поставить false. И метод вызываем все в том же background changer. Можно расставить связи на схеме, но их нет. Скрипты являются тупиковыми, они только дают данные на выход. Собственно, что уже сделали ранее. Надеюсь, ты уже понимаешь, почему вся логика не в одном огромном скрипте. Это был бы ужас. Только вот кажется, что большинство видосов на YouTube были бы как раз все в одном скрипте. Ну, таковы реалии. А так удобно, потому что каждый скрипт отвечает за один объект и его логику. Если что-то сбоит или нужно что-то доделать, то мы лезем в нужный скрипт и меняем то, что нам нужно. А не ищем среди 1000 строк нужную и пытаемся понять, что там не так, был бы хаос. Ну что ж, последний скрипт. Он не самый простой, но так получилось, что по логической цепочке связи он получился последним. Его задача в принципе простая. Игрок передвигает камеру с помощью кнопок VASD по 2 осям в плоскости зрения самой камеры, то есть локальное перемещение. А через слайдер меняется зум. Когда игрок поставил камеру и зум примерно в целевые значения, мы начинаем делать все, что уже разобрали. То есть кидаем там всякие инвоки, меняем тексты, фоны и тому подобное. Скрипт висит на самой камере. Она в каждой системе своя. Скрипт имеет больше всего полей.
Это скорость камеры, ее лимиты движения по оси X и Y, ссылка на платформу System, потом целевые значения выставляются вручную, в самом конце покажу как. X и Y понятно, а Z это зум. Потом Offset Target Position – это погрешность целевых точек. Просто достигнуть прям идеальных значений нереально, потому нужно установить некие погрешности. Это значит, чтобы достигнуть цели, нам нужно попасть по X в диапазон от 4 минус 0,5 до 4 плюс 0,5. И по Y от 20 минус 0,5 и до 20 плюс 0,5. И то же самое со зумом. Думаю, понятно. Чем больше диапазон, то есть чем больше это значение офсета, тем быстрее можно решить головоломку. А в конце, как обычно, динамические параметры. В прошлом ролике про лифт я говорил, зачем я их выношу в инспектор. Первое – это стартовая позиция камеры. Нужно, чтобы сбросить ее позицию. Потом поле для отображения, начали ли мы менять цвет фона или нет. То есть нашли мы цель или нет. Что ж, теперь глянем код. Вверху, как обычно, все поля, что уже разобрали. В методе start запоминаем стартовую позицию и говорим, что пока мы не внутри цели. OnEnable и OnDisable очень простые. Подписка и отписка на OnSliderValueChange. То есть когда слайдер меняет значение и меняется зум. В OnDisable еще сбрасываю позицию камеры на стартовую. Камера зум как раз отвечает за зум, что логично, но на самом деле я просто меняю локальную позицию камеры по оси Z, если мы еще не передвинули объект. Для этого, собственно, и нужна ссылка на платформу System. То значение, что передает слайдер, я суммирую или отнимаю по оси Z. Все просто. А дальше осталось разобраться с перемещением камеры и проверки цели. В апдейт проверяем, что если цель еще не на месте, то есть мы головоломку как бы еще не решили, то считываю клавиши WASD, записываю вектор и отправляю в метод движения. Тут я хотел вообще сделать движение по новой системе ввода, но решил пока видео не усложнять. Мне кажется, не все еще на нее перешли, хотя появилась она уже давно. Итак, после считывания записываю вектор и отправляю метод движения. Тут просто применяю скорость для движения камеры по локальных осях X и Y. Помимо передвижения, я еще в каждом кадре проверяю, не вышла ли камера за указанные пределы или границы, а также идет проверка на попадание положения в целевые значения. По лимитам все очень очевидно. Берем текущую позицию и сверяем по оси X и Y. Если текущая позиция по X меньше, чем стартовое значение минус граница по X, то есть проверка слева по X, тогда ставим крайнее значение. Если текущая позиция по X больше, чем стартовое значение, плюс граница по X, то есть проверка справа по X, тогда ставим крайнее значение. То же самое и с Y. И применяем тот вектор, который получили. И последний метод – это Check Target Position. Тут такая же логика, как и в границах. Проверяем каждую ось на попадание в нужный диапазон. Если попали по всем осям, значит проверяем, начали ли мы уже ранее менять цвет. Если нет, значит ставим, что уже начали менять и запускаем метод onChangeColorStart в скрипте BackgroundChanger. Его мы уже смотрели, он там корутину запускает. А если мы не в цели и при этом уже начали менять фон, то значит, что мы попали в цель и сразу из нее вышли. Потому старт ChangeColorBackground уже false и запускаем метод onChangeColorEnd. Добавим в схему связи. Сейчас покажу, как настроить такой префаб с нуля, но после покажу еще кое-что, оставайся на связи. Итак, как настроить новую систему, почти без комментариев. Среди демонстрации скажу пару слов. Хочу напомнить, что весь проект не только эта механика, это будет глобальный проект и со всеми прошлыми и со всеми будущими механиками. Вот, например, папка с механикой лифта, что была в первой части, и рассказал о ней в прошлом ролике. Внутри все красиво организовано и все публикую на Git.
Весь проект в том виде, как ты его сейчас видишь, могут получить все патроны или спонсоры канала, условия читай на соответствующих ресурсах. Тут я создаю копию объекта, что надо переместить, и кидаю в дочерние объекты и уже там настраиваю размер. Это нужно, чтобы правильно учесть все масштабы родителя и дочерних объектов. Дело в том, что целевая точка в дочерних, а объекта для перемещения нет. Для себя можешь поэкспериментировать, чтобы лучше понять, зачем я это все делаю. И последнее, что покажу в этом ролике. Так вышло, что после перемещения платформы я сбрасываю значение слайдера и позицию камеры, и получается дерганое завершение. И такое чувство, что переместили не только куб, но и все окружение, или мы сами переместились. Потому решил это пофиксить, все-таки в оригинале это не так.
Это происходит потому, что когда я делаю сброс слайдера, то меняю его значение на 0, а камера еще активна, потому это ловит. Глобальной ссылки на камеру нет, потому что она для каждой системы своя, потому решил это сделать через разделение метода сброса на два метода. Первый будет просто управлять доступностью, а второй будет сбрасывать значение в 0. Второй метод, то есть метод сброса значения, вызовем при отключении камеры, а первый метод останется там, где и был, только поправить надо название. Этого достаточно, чтобы решить эту проблему. Проверяем. Супер, ты видишь, что именно оранжевый объект сдвинулся, и слайдер недоступен в своем положении. Никаких дерганий нет. А если мы перезайдем в систему, то позиция слайдера и камеры сбросилась. Все как надо. Если досмотрел до этого момента, значит тебе точно выпадет Сайна в 3.1. Вот и все, такая прикольная механика глаза ворона получилась. Возможно, в будущем сделаю эти механики и на Unreal Engine 5. Если такое видео надо, пиши в комментарии. А также с тебя лайк, подписка и ставь колокольчик, чтобы сразу смотреть новые видосики. Кстати, следующая механика планируется тоже с Геншином, возможно даже с этого события. Посмотрим, не пропустим. Спасибо, что посмотрел до конца, сайонара.